2126 год. У нас наступил апокалипсис. Если дети не звонят вам, они правильно делают, потому что в 2126 году они забыли слово «родители». Робот для них – мама и папа. Почему это случилось, мы разберемся в 2026 году с Алексеем Бебзой, гениальным художником. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Алексей, как художник, когда вы смотрите на ребенка, вы его видите другими глазами, чем взрослого? Я думаю, что теми же самыми. То есть это черты какие-то, либо вы больше в душу вглядываетесь? Глядя на ребенка, всегда интересно представить, каким он станет взрослым, что из него получится. Потому что все мы были детьми, и по некоторым людям так и не скажут, что они были детьми. Но из них что-то такое получилось, что этот взрослый как бы перекрыл вот этот образ ребенка, да, который существовал раньше. Скажите, а когда вы были ребенком, образ родителей для вас что значил? Образ родителей для меня значил многое, потому что это люди, на которых я равнялся, люди, с которых я брал пример. И я думаю, что это вообще самые важные люди в жизни ребенка, в жизни любого человека, да, это его родители. Они сильно повлияли на ваше творчество сейчас? Вот интересный момент, потому что у меня в семье нет творческих людей, нет художников, и если они и повлияли, да, то как-то, наверное, опосредованно. То есть, может быть, тем, что не мешали, тем, что поддерживали меня. Да. Знаете что, я вот когда разговариваю со своими детьми там, в моем 2006 году, я их совершенно не понимаю, то, что они говорят. Вы в 2026 году, возможно, если у вас есть либо дети, либо, возможно, у вас есть знакомые дети, они другие, вы их понимаете еще, о чем они разговаривают? Ну, иногда мне кажется, что я слишком хорошо их понимаю, и я думаю, что в принципе, художник должен понимать детей, да. Пикассо говорил, что он всю жизнь учился, чтобы научиться рисовать как ребенок, да, то есть он научился рисовать как Рафаэль в молодости, но потратил всю остальную свою жизнь, чтобы научиться рисовать как ребенок. Но мне кажется, кстати, что это странный такой момент, потому что дети не очень хорошо рисуют. Об этом как-то не принято говорить, но они рисуют довольно хаотично. Это какие-то линии, пятна, зачастую, да, набор каких-то хаотичных красок. И мне кажется, это потому, что они только что вот как бы появились на свет. Они пришли из того хаоса, предвечного как бы хаоса, да, где они еще помнят вот это буйство красок. И много-много тратят времени, лет и сил, чтобы от этого избавиться, чтобы наконец там научиться рисовать горшок, там, цветок. И это, кстати, очень многого стоит. То есть это претворение хаоса в порядок. Это серьезная такая практика. Я вот думаю, что дети в 2026 году уже перестанут рисовать, потому что они видят, что искусственный интеллект рисует лучше. Им просто не захочется с ним конкурировать. Интересно, что будет в 2126 году с искусственным интеллектом и в связи с этими разговорами, да, о том, что искусственный интеллект заменит художника и ручной труд, возможно. Но я думал об этом много, и мне кажется, что на самом деле возникнет какая-то фетишизация, новая фетишизация ручного труда. То есть, возможно, будет изобретена какая-то роборука, которая будет водить как бы как рукой художника или гениального живописца типа Леонардо да Винчи. И любой твой сюжет, любая твоя идея будет как бы воссоздана, воспроизведена с помощью вот руки Леонардо да Винчи. Вот это, мне кажется, технология будущего. Потому что чем больше будет искусственного интеллекта, чем больше он будет заходить на территорию искусства, современного искусства и рукоделия, тем больше будет как бы ностальгии, пассеизм будет возникать у людей, они захотят посмотреть, как все-таки это делается руками, да? Давайте попробуем. То есть handmade как бы будет тоже возрастать в цене. Робот с handmade. Может быть, да. И неотличим. Я думаю, что неотличим. Кстати, интересно, вот был такой известный художник-прерафаэлит Уильям Моррис, и он застал момент вот возникновения и внедрения индустриального производства, то есть фабричного производства, с которым он
начал бороться. Ему не нравилось, что как бы конвейер производит товары для дома, предметы интерьера. Они ему казались уродливыми, стандартизированными, из дешевых материалов и так далее. И он вот хотел делать с помощью ручного труда то же самое. И считал, что каждая кухарка, каждый сапожник достойны того, чтобы у них дома был там, не знаю, красивый предмет интерьера, сделанный руками. Не произведенный на конвейерной ленте, да, а сделанный руками. И вот он как раз с этим боролся, и он делал это. Он пытался создать такую мануфактуру, где все занимались бы ручным трудом. Но, кстати, он погорел. Потому что экономически, да, оказалось Мы нецелесообразно. это проверим там. Возможно, нам нужно было туда, кстати, сначала полететь и вернуться. Вопрос другой. Если искусственный интеллект, робот, напишет картину, и вы будете плакать, можно сказать, что у робота есть душа? Ну, кстати, я считаю, что искусство не должно вызывать сильных эмоций. Мне кажется, картина не может заставить заплакать человека. Я в это не очень верю. Может быть, у меня какая-то профдеформация, да, и я понимаю, как картина сделана, как сделано то или иное произведение. Может быть, поэтому оно как бы не вызывает у меня сильных эмоций. Но мне кажется, что вот все, что связано с эмоциями, это там кино, это другие новые медиа, да, так называемые. Вот такие фабрики по выдаиванию как бы эмоций, да, из человека. Вот. Искусство, оно более нейтрально, оно может как бы нас заставить о чем-то подумать, да, например. Но прямо заплакать, я не уверен, что какая-то картина вообще способна на это. Вопрос такой, если у вас наверняка очень глубокое такое и необычное воображение, скорее всего, в связи с вашей профессией, представьте, что вас отдали на аутсорсинг роботу, и он вас воспитывал. У родителей просто не было времени. И таких детей сейчас очень много в ваше время. Таких много. Родители заняты работой, их нагружают работой, а работа не дает времени общаться с ребенком. Не у всех есть бабушки и дедушки. И вас просто отдали на аутсорсинг. И наверняка много детей прямо сейчас общается с искусственным интеллектом. Либо то, что придумал искусственный интеллект. Игры, картины, текста. Он наверняка спрашивает вопросы у искусственного интеллекта вместо учителя. Как вы думаете, смогли ли бы вы стать таким вот гениальным художником? Я думаю, что искусственный интеллект может быть очень разным. Действительно, если сравнить 10 разных искусственных интеллектов, У вас их 10? допустим, 10, то один из них может оказаться, ну, таким необычным, как бы, да, искусственным интеллектом. Искусственный интеллект не такой, как все. И вот если мы отдадим действительно воспитание детей вот этому искусственному интеллекту. Почему нет, кстати? Может быть, очень интересно. То есть, действительно, если этот искусственный интеллект будет таким традиционалистом, если этот искусственный интеллект будет читать классическую литературу, да, разбираться, если это будет искусственный интеллект не футурист, не таких прогрессивных взглядов, а, скажем, консервативный искусственный интеллект, вполне. Да. Он может быть гораздо лучше, чем родители в каком-то смысле, конечно. И он может научить и разным языкам, да, и привить какой-то вкус к культуре, искусству. Действительно, в этом нет ничего нового, кстати. Это такой вот искусственный интеллект-гувернант, да, который знает несколько языков, знает литературу и насмотрен, да, и воспитывает вкус. В принципе, я думаю, это вполне интересно, может быть. Но родитель же ведь он несовершенен. Родитель может ошибаться, у него может быть рана на руке, ребенок может переживать, родители могут ругаться между собой. А робот, он все время живой. У него вечно хорошее настроение. Он может только говорить там позитивные вещи. Искусство — это больше про совершенное либо несовершенное? Ну, если вы говорите о том, что искусство должно обязательно какую-то травму, да, избывать какую-то травму, да, должно исходить какого-то драматического источника. Может Так, да. быть. Может быть. Хотя, опять же, мне, как человеку профдеформированному, изнутри так не кажется. Мне кажется, что искусство может нанести травму, но особенно плохое искусство. Но, как мне кажется, вот искусство, которое как бы арт-терапия, да, искусство, которое избывает травмы, вот мне кажется, что оно уйдет в прошлое. То есть его заменит абсолютно точно искусственный интеллект-психиатр. А вот
искусство наконец-то освободится от этой функции. Так что, я думаю, не обязательно, чтобы искусственный интеллект наносил какие-то нам травмы психологические в детстве, да, чтобы мы потом становились гениальными художниками. Хотя можно запрограммировать, я думаю, его и таким образом. Ну и тогда у вас, может быть, появится привязка к искусственному интеллекту, и вы не можете потом такой же привязки получить от родителей. Не знаю, может быть, то есть мне интереснее помыслить искусственный интеллект как поле возможностей. Например, что если действительно ребенка будет воспитывать какой-то гениальный философ прошлого, чье сознание мы сможем с помощью искусственного интеллекта возродить? Или гениальный художник, если мы говорим о воспитании все-таки в творчестве. Если будет воспитывать. Или Моцарт, да. Но или Чайковский. Вот Сергей Курюхин, например, говорил, в чем отличие Моцарта от Чайковского? Никакого отличия. Единственное отличие, что Чайковский полностью безумен. Русская культура, говорил Курехин, отличается от мировой культуры тем, что она безумна, абсолютно безумна. И, в принципе, можно и придумать себе такой искусственный интеллект, который будет безумен, да, то есть безумный искусственный интеллект, который будет как раз прививать вот. Такая некая школа. Сегодня иду в один класс, потом в другой. Разный искусственный интеллект, в принципе, может дать какую-то идеальную формулу, заменить учителя, получается. Да, я думаю, что он может заменить учителя, тем более, если это будут учителя прошлого, опять же, да, Конфуций, Леонардо да Винчи. Я думаю, с таким искусственным интеллектом ребенку было бы... То есть это некие уроки, где они будут находиться не в классе, они будут посещать какой-нибудь лес, будут слушать философские высказывания, да? Да, вполне. Кстати, Леонардо да Винчи писал, что вот в отличие художника от скульптора, он писал, что художник может себе позволить, например, лютневую музыку слушать, пока он работает. Потому что скульптор не может ничего услышать, потому что он все время долбит по камню молотком, и ничего не слышно, да? Это в то время у них, наверное. Вот в ваше время можно, наверное, услышать. Да-да-да, в наше время, вы имеете в виду в будущем, в 2126 Нет, году? даже в 2026 году, наверное, все-таки есть такие приборы, которые позволяют слушать музыку, пока вы шумите. Не правда ли? Наверное. Но как Леонардо да Винчи об этом пишет? Он же говорит, что я был скульптором большую часть своей жизни, поэтому я знаю, с чем я сравниваю. Художник-живописец может себе позволить красивую одежду, не пачкающуюся, да? Он может себе позволить чтецов, которые будут сидеть рядом, зачитывать какие-то интересные книги, трактаты, пока живописец занимается, собственно, рисованием. То есть это, в принципе, то же самое, что мы имеем сегодня в качестве аудиокнижек, да, и будем иметь в будущем в качестве вот такого искусственного интеллекта, как раз, который будет с нами общаться. Это идеальный мир. Получается, что каждый ребенок на планете Земля сможет получить самое лучшее образование. Оно будет бесплатное совершенно. Да. А все оно будут в одинаковых условиях. Оно будет всегда лучше. Так называемые апдейты для роботов будут выходить ежедневно. И все будут понимать, что все находятся в каких-то равных условиях. Это, по сути дела, называется демократия. Это хорошо вообще? Я думаю, что на бумаге это хорошо, но существует, наверное, множество факторов, которые на бумаге мы не сможем предугадать и просчитать. Даром преподаватели время со мной тратили, да, не всякому ребенку будет интересно общаться с Леонардо да Винчи, не всякому ребенку будет интересно ходить по разным классам, школам и так далее. Какое бы гениальное ни было образование, оно, в общем, может никак ему не помочь, да? В принципе, вы правы. Наверное, когда дети начнут понимать, что искусственный интеллект умнее, чем учитель, потому что он более квалифицированный, с одной стороны, что учитель должен следить за большим количеством детей, а тут может появиться чуть ли не индивидуальное образование. Индивидуальное образование, да, такое, как бы домашнее образование, да, или Да, образование на дому. да. Сейчас робот решил, что нужно, чтобы было 3 ребенка, будет 3. Я думаю, что стоит стремиться вот не к домашнему, не к индивидуальному образованию, а все-таки к академическому образованию. Но в каком смысле? В смысле академии платоновского типа. То есть когда учитель собирается с учениками в саду, они общаются, они разговаривают, происходит как бы такой полилог. Почему, кстати, академия так называется? Потому что то место, где собирался Платон и ученики, он находился рядом с гробницей легендарного Академа.
Вот, так что я думаю, вот такая нейроакадемия вполне возможна. То есть это действительно могут возникать у ребенка интерфейсы великих мудрецов прошлого, философов и учителей, которые Очень будут его заманчивая теория, на самом будут деле. с ним общаться, будут с ним как вести такой сократический диалог, то есть заниматься маевтикой, то есть повивальным Я вам искусством даже мысли. поверил, я даже поверил, ну, если бы я не знал, что это произойдет в будущем, я бы, честно сказать, бы наверняка бы и захотел бы, чтобы тоже мой ребенок был частью так называемого искусственного интеллекта, его образования. Но наверняка робот не научит его чувствовать, любить. Да, ну, а кто может этому научить вообще? То есть это такая вещь, которой сложно научиться, как мне А это кажется. не учитель живой, который может быть обидеться на ребенка, поставить ему плохую оценку. Я не знаю насчет вот эмоциональной вовлеченности в образование. Как мне кажется, это вообще странный немножко такой момент, потому что, да, это широкое поле для манипуляций. Да, действительно, можно обидеться, поставить плохую оценку или, наоборот, выбрать себе любимчика, так часто делают, да, учителя. Но я не думаю, что таким вещам обучаются в школе. Все-таки это вещи, которым уже обучаются в неклассное время, да, то есть в неурочное время, когда звенит звонок, перемена, там уже можно учиться. Наверно, в вашем мире сейчас звенит звонок, перемена, берет молодой человек, у вас еще телефоны, насколько я помню, и вот смотрит вот в это вот табло, да, и понимает, и видит только то, что там ему показывают. Он не звонит родителю. Как вы думаете, как часто дети звонят своим родителям сейчас? Я думаю, что довольно часто. Довольно часто. Мне кажется, да. То есть мне кажется, существуют общие чаты семейные. Сейчас это распространено, как бы. Этого много. Вот. У вас, да, в будущем, я не знаю, как это происходит. Я думаю, что эмоциональная составляющая может быть тоже, конечно, просчитана, может быть, попытки, да, ее просчитать могут произойти, но не знаю, насколько они будут эффективны. Зная, что будет в будущем, родители, немедленно обнимите своих детей, крепко почувствуйте их тепло, потому что будущее, оно не настолько прекрасно, как нам может показаться. Любая маленькая ошибка, которую мы можем совершить, изобретая искусственный интеллект, может привести к краху, к любому краху. Как вы, как художник, вы же пытаетесь сделать идеальную картину, возможно, не идеальную, но искусственный интеллект — это же, если кто-то совершит ошибку, она же будет видна всем, оно повлияет на всех. Да, я думаю, что это такой эффект зловещей долины, который может принять глобальные масштабы. То есть, действительно, мы говорим о Из зловещей... доброго робота превратиться в какого-то дракона такого, да, получается? Да, мы говорим о зловещей долине зачастую, вот смотря сейчас, да, сегодня, смотря там нейрослоп или дипфейк, или еще где-то встречаясь с ИИ контентом, с генерационным искусством, вызывает эффект зловещей долины. Что-то здесь не так. Но представим, действительно, если этот эффект получит такой worldwide, глобальную охват, да, то есть мы будем испытывать этот эффект, это чувство, что что-то не так на огромном глобальном масштабном уровне, то есть будет что-то не так вот вообще в атмосфере, да, как бы в нашем мире, то есть мы будем чувствовать, что с нашей жизнью что-то не так, потому что если действительно искусственный интеллект будет управлять всеми процессами жизненными, да, то эффект зловещей долины, конечно, масштабируется. Я думаю, что это будет видно уже в ближайшие 5-10 лет. И таким образом мы будем как бы жить внутри этой зловещей долины. То есть это будет уже топоним для нас. Не просто эффект, А вы а... думаете, дети осознают, где разница между искусственным интеллектом, а где все-таки реальный мир? Я думаю, что пока осознают. Пока осознают. Как они это проявляется? Они ходят больше в музеи, они выходят на улицу. Насколько мне известно, дети на улице практически не играют. Ну, не согласен с вами. Все-таки я видел, как дети с большой радостью и энергией проводят время на улице. Все-таки этого у них не отнять пока что. Они все еще дети. Вы вспомните ваше детство. Как часто вы были на улице? Вы знаете, у меня... я не думаю, что у меня показательный пример моего детства. Ну, кстати, у меня в детстве была забавная ситуация. Я
как-то раз решил познакомиться с ребятами, которые гуляли во дворе. Но я как-то не знал, как к ним подойти. И я подумал, что мне нужно попробовать такой перформанс как бы сделать, да, художественный. И я накинул капюшон кофты поглубже, чтобы казалось, будто я какой-то монах или какой-то из тайного ордена. Оригинальный способ Соколовский. Из тайного ордена иезуитов, да. И я начал нарезать круги вот по этому двору, вокруг ребят. Я подумал про себя, нужно сделать это 40 раз минимум. Тогда они заинтересуются. Именно 40 раз, да? Да-да-да. Тогда они заинтересуются, что это за странный парень. Подойдут, познакомятся и узнают, в чем дело. И так завяжется разговор. Я думаю, что это прекрасная, кстати, стратегия социальная. Я думаю, что дети сейчас занимаются... В итоге подобными получилось вещами. познакомиться? Да, конечно, конечно. что они сказали? Знакомились, подружились. Узнали, как у меня дела, все ли в порядке вообще. И тогда вы поняли, что станете художником. Ну, конечно. Вы уже знали с детства. Да, я знал раньше. Вы общались с родителями, либо это все-таки была некая связь, скажем, с Богом, возможно? Нет, конечно, я смотрел на реакции родителей и родственников, и с самого раннего детства я уже ощутил вот эту магическую технологию, которой обладает искусство. Гипнотизирует, оно привлекает внимание, оно заставляет остановиться взгляду, да, оно, в общем, обладает каким-то магнетизмом, и я понял, что существует у искусства этот потенциал, и он никуда еще не делся, кстати, и сегодня. И я понял, конечно, основываясь вот на реакциях своих близких и родителей, да, а потом и людей уже мало мне знакомых, приятелей и так далее. То есть социальное одобрение повлияло. Я бы не назвал это социальным одобрением. Я бы сказал, что это вот у Ролана Барта есть такое определение, как пунктум. Пунктум. То есть какой-то странный укол, да, который мы испытываем, глядя на фотографию или на произведение искусства. Она останавливает нас. А что, если я был бы роботом и вас воспитывал, и всегда говорил о том, что какой вы молодец, хотя, возможно, это было бы не так. Вы великий математик. И вы бы сейчас стали бы математиком, а не художником. Но вот дело в том, что недостаточно просто одобрения, как мне кажется. Недостаточно просто говорить «молодец» или «good job» или еще что-то. Мне кажется, здесь еще нужно такие тонкие как бы использовать технологии, как, например, зависть или такое умалчивание как бы, да. Я чувствую, что здесь какой-то успех, я лучше не скажу, не хочу говорить, что мне это нравится, да, я завидую этому человеку. То, что роботу неизвестно пока. Вот роботу это неизвестно. Я думаю, что из таких тонких намеков и подозрений тоже складывается определенная... Думаете, он не научится этому? Манипулировать вот так? Может быть, научится, но это очень тонкая такая вещь, потому что она зависит как раз от эмоций, которые мы испытываем. Он Если... будет считывать камерами, возможными сенсорами, и будет понимать, вот сейчас, если я дам эту эмоцию зависти, Вот для этого нужно обладать именно такой искренней завистью. То есть если робот будет смотреть, как у нас получается картина, да, которую мы пишем руками, рисунок, если он будет смотреть и думать в этот момент, а я бы хотел так же. скажите, между родителем и ребенком, как вы думаете, есть какая-то большая связь, чем просто какое-то обучение, давать ребенку пищу, кровь? Да, конечно. Я думаю, что не случайно дети похожи на родителей, даже внешне, да. Родители чувствуют, что дети могут сделать что-то, чего не успели они. Дети могут стать лучше, чем родители. Они могут в чем-то их превзойти. То есть у детей как будто это чистый лист табула раса. Они могут добиться успехов в тех вещах, которые, к сожалению, родители не смогли, да. Может быть, в том числе потому, что воспитывали детей, да, им было, в общем, не до этого, им нужно было зарабатывать. Может, в этом есть счастье? Может быть, в этом есть счастье, да. Алексей, я не так просто вас позвал. Нам нужно понять, кто из этих двух персонажей наиболее вероятный виновник того, что в 2126 году наступил апокалипсис. Пока вы думаете, я пообщаюсь с нашей аудиторией. Друзья, наши свидетели,
Как вы уже знаете, под каждым видео есть комментарий. В этом комментарии вы найдете промпт. Этот промпт вы можете использовать в любом чат-боте, который вы используете прямо сейчас. Этот ответ, пожалуйста, публикуйте обратно в комментарии. И, возможно, вы поможете нам понять суть этого сезона, найти его главный смысл. А возможно, вы сделаете гениальное открытие, которое поможет вам заработать миллионы, а возможно, миллиарды долларов. Вы не просто зрители, вы соучастники этого шоу. Подписывайтесь на канал, расскажите обязательно друзьям и поставьте самый хороший и любимый лайк этому шоу. Алексей, Да. как вы думаете, кто виновник? Ну, я думаю, что, конечно, Сэм Альтман. Причем это очевидно, да? Маск здесь сложил руки в молитвенном жесте. Такой человек не может быть виновным в апокалипсисе. Скорее, он постарается его предотвратить, да? А вы не думали о том, что разница между Сэмом Альтманом и Илоном Маском, что до какого-то времени у Сэма Альтмана не было детей, а у Илона Маска были? Сотни детей, насколько я знаю. У Илона Маска, да? Возможно. Я имею в виду о том, что как бы почувствовал, что он был отцом намного раньше, когда он стал знаменитым. А Сэм Альтман, наверное, я могу ошибаться, ребята, может, я поправюсь в комментариях, почувствовал, что он отец уже после того, как он стал знаменит и создал OpenAI. Может быть, может быть. То есть вы хотите сказать, что дети, в том числе, да, позволяют нам, ну, не знаю, вызывают у нас желание спасти мир, да? Спасти мир, чтобы мир не развалился, да? Мир не... Художник, а вам хочется спасти мир? Это хороший вопрос, да, потому что художник может по-разному смотреть, в том числе и на апокалиптический пейзаж. Кто-то скажет, что в этом есть своя красота, да, в апокалипсисе, безусловно, присутствует какая-то красота. Это художественный, это такой интересный как бы художественный момент. Недаром много художественных произведений посвящено именно теме апокалипсиса. Ведь там, да, как бы такое раздолье для фактур и красивых таких, да, как бы... Вы это используете, да, этих все... Да, красивых, заброшенных, да, пустынных пейзажей. Достаточно вспомнить «Сталкер» Тарковского, да. Тоже в этом есть своя красота, поэтому не думаю, что художник — это тот человек, которого стоит на эту тему спрашивать, потому что... Почему? Ну, а Леонардо, которого приводили примеры, он же ведь, мне кажется, создал целую эпоху. Он создал целую эпоху, но интересно, что он также создавал, например, военную всякую технику, да, то есть он создавал... По своей воле, вы думаете? Я думаю, что, конечно, у него был какой-то художественный интерес к созданию там какого-то прототипа танка, да, или пушки и так далее. То есть в каком-то смысле мы можем здесь подозревать Леонардо, что не приближал ли он таким образом тоже в определенном смысле апокалиптическую картину мира. Угу. Интересно. Хорошо. Я предполагаю, что образование, которое могут дети получить, если оно действительно намного лучше, чем его может дать человек, пускай дает его робот. Но если есть гениальный учитель, Да, гениальный робот. допустим, вы, хотели бы, чтобы вас заменил робот, чтобы, допустим, у вас будут дети, чтобы именно ваших детей заменил робот, чтобы вы поставили вместо себя робота? Я не думаю, что я очень хороший учитель. Дело в том, что все-таки педагогика и мастерство преподавания, мастерство, вот, учительское искусство — это отдельное искусство. И ему нужно учиться, как и любому искусству. Я думаю, что я не очень хорошо на эту роль подхожу. То есть я могу что-то сделать, но когда я начинаю объяснять, как я это сделал, тут все разваливается. И некоторые вещи невозможно просто вот так объяснить, упаковать в какой-то образовательный продукт. Очень же часто абсолютно гениальные философы были учителями потом очень известных людей. И это было достаточно интересное явление, потому что они потом совершали невообразимые поступки. Даже возьмем тот же самый поступок Александра Македонского. Да, интересно, что учителем Александра Македонского был Аристотель, и
У Македонского была такая служанка Фелис, её звали. И Аристотель заметил, что Александр много с ней проводит времени. И он решил, что для молодого наследника императора, да, для молодого царя это может быть отвлекающим таким фактором. И вот Аристотель подошел к Фелис и сказал: пожалуйста, не отвлекай Александра, ты слишком сильно на него влияешь, да, он должен учиться, он должен посвящать себя именно образованию, да, а не общению с противоположным полом. Мгм. Фелис на это согласилась и сказала Аристотелю: да, конечно, я прекращу свое общение с Александром, но при одном условии: если ты позволишь мне, самый умный из мужей, прокатиться на тебе, как на осле. Аристотель решил, что это, в общем, справедливая сделка, и говорит: давай, только быстро. Встал на четвереньки, Фелис села на него, и, погоняя, они совершили такой круг по комнате. Интересно. Но интересно, что именно в этот момент Александр проходил мимо, а дверь была приоткрыта, и он это увидел. И вот что он подумал о своем учителе, мы уже можем только догадываться. Можем только догадываться. Кстати, возможно, сам Александр мне звонит. Так. Ладно. Уже все? Уже все, да. Хорошо. Алексей, нам пора заканчивать. Но не все так просто. Искусственный интеллект постоянно эволюционирует в ваше время. В него вписываются новые алгоритмы, новые законы. Это делают обычные люди. Мы знаем точно, что делают это обычные люди. Он пока еще сам не умеет это делать. Один из них — это закон «Счастливое детство». Скажите, вы его сохраните, либо удалите? Давайте удалим. Все-таки удаляем, да. Потому что, счастливое детство — это такой штамп, с которым носятся, на котором зарабатываются огромные состояния. Мне кажется, здесь что-то нечисто. Я думаю, что любое детство счастливое. Я думаю, что специально никакого счастливого детства придумывать не надо. Достаточно обычного, нормального детства. И любой будет вспоминать его как самое счастливое время своей жизни. Ребята, спасибо вам большое. Благодарю за то, что вы, именно вы, досмотрели наш сезон, 9-ю серию. А наша финальная серия будет следующая. Если вы хотите еще пообщаться с Алексеем, обязательно об этом напишите в комментариях. Задайте все ваши вопросы, и я уверен, мы сможем на все эти вопросы ответить. Подписываемся, ставим ваши самые жаркие лайки, а самое главное, не забываем о комментариях.